Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Глава турецкой мафии Седат Пекер фактически сообщил, что часть турецкой военной и финансовой элиты связана с криминальным миром. Пекер в частности выдвинул конкретные обвинения в адрес действующего главы МВД Турции и доверенного лица президента Эрдогана Сулеймана Сойлу. Прозвучали обвинения в крышевании, получении взяток и других противоправных деяниях. Администрация Эрдогана первоначально пыталась опровергать разоблачение Седат Пекера, но когда скандал оказался в центре внимания мировых СМИ, просто перестала давать опровержение и вести полемику. Турецкая оппозиционная пресса начала активно освещать данный процесс. Например, газета «Джумхуриет» регулярно перепечатывает и комментирует откровения Пекера. Шеф турецкой мафии заявил, что Экшоуглу, который тесно связан с главой МВД Турции, действуя совместно с Бураком Башлыларом, произвел рейдерский захват принадлежавших ему активов на Украине. Ключевое внимание авторы статьи уделяют проекту «Криминальный Туран», суть которого заключалась в создании транснациональной криминальной сети с пантюркским уклоном. Пекеру в свое время было предложено объединить под своим началом все криминальные группировки и криминальных авторитетов, имеющих тюркские корни. Контроль за функционированием сети спецслужбы Турции, как отмечают авторы публикации, оставляли за собой. Однако наше внимание в описанных в статье звеньях привлекла крупная фигура из Казахстана, которая, как пишут авторы, играет в криминальном Туране далеко не самую последнюю роль. Еще один влиятельный и сильнейший лидер криминального Турана – это Дикий Арман. Он фактически руководитель боевого крыла этой организации. Арман из ближайшего окружения Пекера, Лотугули и Чикыджи, говорится в статье. Одну из многочисленных фотографий с Арманом в социальной сети Instagram Пекер сопроводил следующей подписью: «Один из молодежных лидеров нашей братской страны Казахстана Арман Джумагильдиев и его друзья пришли ко мне в гости. Они подарили мне одежду, которую носят султаны». Арман Джумагильдиев по кличке Дикий Арман – криминальный авторитет родом из Шымкента. Он с юных лет занимался боксом и, как пишут авторы, никогда не был согласен с определением «вор в законе» в свой адрес, отмечая при этом, что у казахов нет воров, у казахов есть только батыры. Дикий Арман был ближайшим соратником Лотугуля, с которым планировал совместно легализоваться в политике. В 2018 году Дикий Арман и Гули после неудавшейся попытки военного переворота в Турции заявили, что объявляют войну главному врагу турецкого президента, философу и богослову Фетуллаху Гюлену, его сторонникам и всем личным врагом Эрдогана. В одном из своих выступлений Дикий Арман заявил: «Дай Аллах здоровья и долгих лет жизни президенту Эрдогану, так как мы его знаем как нашего лидера, нашего Раиса. Дай Аллах победу Азербайджану в Нагорном Карабахе, дай Аллах всем тюркам победу». После этого Дикий Арман разрезал торт, на котором были изображены флаги тюркских государств – Турции, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана, говорится в статье.